Бүгінде Димаш Құдайбергенов әріптестері мойындаған әншілердің қатарына қосылды. Бірақ ол мұнымен тоқтап қалмақ емес. Славянский базар және де Новая волна екі бір байқаудың біреуінен барып бағымды сынап, қазақтың атын ең алғашқы рет жеңіс туымен желбіреткім келеді. Затем мы с ним поехали в 24-й международный конкурс «Славянский базар». Перед каждым же конкурсом есть отбор. Димаш был лауреатом уже нескольких международных конкурсов. И плюс яркое выступление вот на республиканском телевизионном конкурсе. Вы услышали, увидели. Мы были удостоены чести, приглашены. Мы получили приглашение, мы не сразу дали ответ на участие в конкурсе, потому что знали, что это очень большая ответственность. Если ехать, то надо ехать за гран-при. Он был растерян от моих слов. Я цитирую: хотя бы второе место или первое. Это слова Димаша. А я ответила: нет, если участвовать на этом конкурсе, то нужно только гран-при. Вот так я ему дала мотивацию. Я предпочтение отдаю, если ученик сам выбирает понравившуюся ему песню или музыкальную композицию. Дальше уже мы работаем технически, да, над материалом, над подачей, над образом. Песня должна была расписываться, партитура для эстрадно-симфонического оркестра. А это нужно время, конкурсантов очень много. Поэтому немножко пораньше нужно было отправить репертуар. Конечно, мы вместе обсуждали репертуар и пришли к единому мнению. Он пел народную песню «Айдеда». Когда он выступил, я не удержалась. У меня пошли слезы из глаз, эмоции, переживания. И я очень рада, что мы сделали правильный выбор песен, потому что у нас такой очень высокий результат. Это вот он стал обладателем гран-при. До этого ни один из участников из Казахстана не был обладателем гран-при. Димаш является первым участником, который стал обладателем гран-при. Я очень рада этому. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Другая страна, это приехали с разных стран исполнители с хорошими вокальными данными. И в зале огромное, это летний театр под открытым небом. Огромная сцена, представляете, красиво там под открытым небом, вечером, столько зрителей, полный зал, аншлаг. И вот идет двойная отдача. Среди зрителей находится жюри и еще полный аншлаг аудитория, которая пришла посмотреть на молодых исполнителей. Какая идет ответственность. Поэтому выходишь как в первый раз, знаешь, что на конкурсе нужно выложиться, чтобы голос звучал, еще и передать мастерство. Мне кажется, вот если только такой подход, то есть хороший показатель.
ему нравится участвовать. В свое время мне тоже нравилось участвовать, потому что это прежде всего ты доказываешь самому себе, что ты умеешь, что ты можешь, а сможешь ли ты в этот раз выступить, и как это у тебя получится. Потому что сцены разные, страны разные, песни разные. Это очень интересно. Мне кажется, от этого складывается характер, становишься сильнее, богаче, умнее, мудрее, опытнее. И, конечно же, профессионалом становишься. У нас вот традиция у казахов дается бата. Вот я ему дала бата, и от всей души ему пожелала удачи ему, победы на этом конкурсе. На что Димаш вновь ответил мне, цитирую, хотя бы пройти отбор до трансляции по телевидению. Представляете, его слова были такие. А получилось, что я вот от всей души искренне ему дала бата, и вот он дошел до суперфинала, стал победителем этого конкурса. Все-таки нужно верить и в ученика и искренне давать совет, мотивировать его на победу. Мне кажется, это вот воодушевляет ученика. И мне кажется, ученик помнит об этом, когда он даже находится далеко от педагога, о его наставлениях, пожеланиях, советах. И перед выходом, мне кажется, он вспоминает это, пожелания бата родителей, близких людей. И вот это вот в нужный момент, мне кажется, дает некую энергию внутреннюю для самореализации, для удачного выступления на конкурсе. Я так думаю. И так получилось, что песни и Димаш, все было единое, да, такое вот соединение. Сумел передать характер песни, образ песни, не растерялся, показал вот именно исполнительское мастерство. А конкурс, вы сами понимаете, готовишься столько, когда выходишь на сцену, ребенок теряется от волнения, может произойти все что угодно. Ответственно, волнительно. Он справился с поставленной задачей. Мне нравится в Димаше его работоспособность. Он прислушивается, да. Очень умный исполнитель. Петь сердцем, это требует интеллекта, труда. Вообще в искусстве сейчас объединяется, да, если вот в театре актер он и танцует, и поет. Исполнители с большим диапазоном прекрасно исполняют. Низкие ноты, также высокие, если вот доступным языком говорить. Но Димаш, он просто поет и привносит свое какую-то изюминку, прочтение, да, этого его прочтения, так скажем, литературный язык. Он так прочитал вот этот музыкальный мотив, но никак не испортил. Он очень органичный, он полностью в музыке. А зрителя не обманешь. Когда артист наполнен, он живет несколько минут в образе и передает через свое видение. Зритель это видит и слышит. Это искусство он воспринимает. Такое дано не всем музыкантам. Вот встретились мы в этот период. Все, что от меня требовалось, я подсказала, помогла ему. А он, как умный исполнитель, развил навыки, знания
стал работать еще больше, еще интереснее. Я всегда желаю ему творческого полета, новых побед. Он очень интеллигентный, очень воспитанный, очень умный ученик. Сейчас он большой артист. Каждый птенец, он вылетает из гнезда. Сейчас Димаш, он много концертирует, поездки, выступления. Он улетел из гнезда, и это же счастье, что он сейчас парит. Это для каждого преподавателя огромное счастье. Пусть его крылья не устают, он все выше и выше поднимается. Олимп